Нейросеть Claude научилась рисовать дизайн-макеты прямо в программе Figma. Получается, Claude убил веб-дизайнеров? Если слышите такие заголовки, то знайте, что это кликбейт, потому что нейросеть призвана не заменить человека, а стать инструментом в руках специалиста. То есть, да, кое-каких людей заменят, но не нейросети, а специалисты, которые умеют работать с нейросетями. У Claude вышло классное обновление, которое позволяет ему руками прям что-то делать в вашем дизайн-макете. Если раньше Claude мог только посмотреть на ваш дизайн-макет, посмотреть шрифты, отступы, то сейчас он может прям дизайнить. И дизайнить может хорошо, если вы используете навыки, skills. Я хочу показать все на примере реальной задачи, не вымышленный макет, а вот настоящий макет готового приложения, которое прислала дизайнер, и над этим макетом нужно поработать, то есть нужно кое-что здесь исправить. И я хочу, чтобы это за меня сделала нейросеть. Для этого мне понадобится Claude в режиме Claude Code, то есть он у меня установлен в терминале. Еще его можно установить как расширение в каком-нибудь редакторе кода, типа Visual Studio Code. Если нужно подробное видео про Claude код именно, то напишите об этом в комментариях, я запишу отдельный тьюториал. И нужен будет настроенный MCP-сервер в Figma. Если вы тоже не знаете, что такое MCP-сервер, и вообще в первый раз слышите, что это такое, то в конце видео я покажу, как это все установить и настроить. А если нужно объяснение, что такое MCP-серверы, то тоже напишите в комментариях, я запишу отдельное видео про это. Что я хочу сделать? У меня сейчас в дизайн-макете кнопки сделаны неправильно. То есть у них отступы заданы вручную, сами они сделаны не в виде автолейаут элемента, а просто в виде сгруппированных текста и фона. Это неправильное создание кнопки. И если я захочу сейчас поменять цвет у всех кнопок в макете, у меня не получится это сделать, потому что здесь нет переменных. Ну и сами кнопки сделаны не с помощью мастер-компонентов. Это все птичий язык дизайнеров. Я его знаю, потому что я соприкасаюсь очень много с дизайн-макетами. Но вообще, если вы, допустим, ничего этого не знаете, просто запомните некоторые волшебные слова, которые будут в сегодняшнем видео. Давайте дадим доступ моей нейросети Claude к этому дизайн-макету. Для этого нужно переключиться в режим разработчика в макете. Он здесь вот внизу переключается. Называется Dev Mode. Доступен на платном тарифе Figma, либо на студенческом тарифе. Вы можете получить его бесплатно. Если про это нужно отдельное видео, скажите, я запишу. Здесь во вкладке справа у нас есть такая штука, как MCP. Он у меня сейчас включен, потому что у меня на компьютере он уже установлен и запущен. А, Как это сделать, я покажу в конце видео, как я говорил. Нас интересует какой-то конкретный элемент ну, в макете. Например, я выделяю раздел меню, и я хочу переделать здесь кнопки, и вообще в целом хочу все кнопки в макете переделать. И я могу вот здесь скопировать example prompt. В нем хранится ссылка на элемент, который я выделил. То есть если я выделю кнопку, здесь поменяется ссылка. Если я выделил целый блок, то здесь поменяется тоже ссылка. Я копирую ее. И своему Claude-агенту в режиме Claude Code я говорю, что нужно переделать в дизайн-макете кнопки. Нужно в этом дизайн-макете переделать кнопки. Сейчас они сделаны просто как группы, а мне нужно, чтобы это были копии от мастер-компонента, которые сделаны с помощью автолейаут и построены на базе переменных, так, чтобы я мог быстро выбрать тип кнопки, например, кнопка с текстом или кнопка с текстом и иконкой и так далее. В общем, нужно исправить кнопки на этом экране и на всех остальных экранах, где участвуют кнопки. Я делаю вот такой большой промпт. Он вставляется как отдельный вот такой текст, и я в конце вставляю то, что я скопировал из Figma. Implement this design from Figma. И дальше ссылка на какой-то конкретный элемент. Я нажимаю Enter и жду, пока Claude откроет дизайн-макет и сможет там что-то сделать. К сожалению, в самом макете я не буду видеть, как это происходит визуально. То есть я буду видеть тот же самый дизайн-макет. Возможно, чуть-чуть немножечко поменяются сами кнопки визуально, но этого практически будет не видно. Что происходит с Claude? Он загружает специальный навык работы с Figma. Он называется Figma Use. Такого плагина раньше не было, такого скилла раньше не было. Сейчас он появился. Это вот, собственно, само обновление. Он успешно загрузился, и теперь он говорит, что он посмотрит на дизайн-макет, посмотрит на скриншоты этого дизайн-макета, изучит элементы, которые есть, и начнет переделывать элементы в этом макете. То есть я специально сейчас поставил активным слоем вот эту кнопку с текстом «Задание»,
И смотрите, как она выглядит в слоях. То есть это Group 93, текстовый слой задания и Rectangle 2. То есть кнопка оформлена неправильно, не по канонам. И сейчас он начнет вызывать э, уже плагин Use Figma для того, чтобы что-то поменять в макете. Вот это все выглядит вот так вот ужасно. В терминале, я запускаю это в терминале, это выглядит действительно некрасиво, но самое главное, что это работает. И дальше он вот говорит, что он увидел 55 кнопок, элементов, которые похожи на кнопки, он тут пишет. Давайте я проверю компоненты, переменные и почитаю документацию, если она есть. Он изучает, и когда он закончит, я увижу переделанные кнопки. Я вот сейчас специально не буду ставить видео на паузу, мне придется поболтать чуть-чуть побольше, потому что я хочу, чтобы это было без склеек. В процессе, пока он работает, вы можете видеть, сколько токенов он на это тратит. Он довольно много будет тратить токенов на это. Так, сейчас я вижу, что он что-то сделал, но нет, он еще пока не сделал. Он только создал коллекцию переменных, создал мастер-кнопку, и сейчас будет заменять 55 кнопок в макете. Мы пока смотрим за этим вот отсюда. Пока что здесь ничего не поменялось. Так, переменные созданы. Теперь он должен создать компонент с автолейаутом. Где он, интересно, его будет хранить? По идее, у меня здесь есть отдельные разделы с кнопками. Он, по идее, должен был их здесь переписать, но на самом деле он, скорее всего, это сделает не здесь, а как-то по-другому. Смотрите, сейчас он начнет заменять вот эти кнопки. Да, вот он что-то уже пошел заменять, но почему-то у меня здесь в макете кнопки не поменялись еще пока что. А здесь тоже нет пока. Так, смотрим. Он создал 3 варианта кнопок, то есть primary, коричневая, акцентная зеленая и с обводкой outline. Да, вот он заменил, эти кнопки он заменил. Ужасно плохо их сделал. Но смотрите, у нас в слоях теперь появились кнопки. То есть вот так выглядят сейчас кнопки. Это не очень хорошо. Вот здесь он тоже их заменил. Он сейчас пройдется по всем и везде заменит их. Да, я думаю, что надо подкорректировать размер шрифта в кнопке, потому что иначе они смотрятся не очень. Вот он там тоже их заменил. Здесь, получается, он тоже, по идее, должен ее заменить. Но не вижу, чтобы он здесь ее заменял. В общем, он делает это вместо меня. Я, конечно, ожидал, что он смекнет, что надо текст уменьшить в кнопках, но, видимо, мне придется отдельно это дать как инструкцию. Нужно показать ему какую-то референсную кнопку, идеально заверстанную, хорошо сделанную, которую он будет использовать в качестве референса, и потом он это сможет поменять во всем дизайн-макете. А здесь он не стал трогать. А, вот этот мастер-компонент он и сделал. Мне нужно, чтобы в нем воздуха было побольше, то есть я могу задать воздуха побольше, например, в отступах, где это вот здесь вот, да, у нас. Вот мы можем задать побольше воздуха в кнопке, и тогда он... Сейчас вот мы выделим специально этот компонент, эту кнопку, скопируем. Сейчас в кнопках очень мало воздуха по горизонтали. Я исправил вот эту кнопку, можно взять дизайн из нее и переделать все остальные кнопки в этом стиле. Так, отправляем компонент. Сейчас поставлю на паузу, дождусь, когда она закончит, и покажу результат. Он исправил отступы во всем макете, то есть кнопки уехали у нас вниз из этого большого расстояния, из этого воздуха. И я докидываю следующую правку. Я пишу, что в этих кнопках я бы сделал шрифт 40, потому что сейчас он слишком большой. То есть это буквально возможность обращаться к нему как к дизайнеру, который раньше бы вносил эти правки там, по несколько часов или несколько дней. Сейчас мы можем просто текстом проговаривать нейронке, как он должен сделать отступ
в этих кнопках, в этих разделах и так далее. Самое интересное, что сейчас у нас есть стили у кнопок. То есть у меня есть акцентная кнопка, вот она зеленая, и кнопка с обводкой. Вообще идеально. То есть я могу, вот даже здесь лейбл там поменять у этой кнопки, но кнопки с иконкой почему-то нет. Он как будто бы ее, вот эту кнопку он не понял, что это кнопка, хотя должен был. Ну, можно ему отдельно про это сказать. В общем, теперь в макете я могу попросить его, например, поменять акцентный цвет. Давайте сделаем это. Акцентный цвет в кнопках поменяем на вот такую кодировку. Возьмем кодировку цвета. Так, отвяжем пока на время и поменяем цвет на какой-нибудь там вот такой, например. Ну, это прям совсем, конечно, будет. Ну, вот такой, допустим, коричневый, но уже немного другой. Поменяй акцентный цвет на вот этот. И вставляем сюда хекс-кодировку цвета. Что, не хочет меняться? Давай. Все. Теперь он поменяет ее, и я увижу изменения в макете. То есть это произойдет довольно быстро. Так, смотрим. Может прям не выходить из макета. И акцентного цвета у нас, кстати, нет. Надо выбрать. Вот он. Ну все, он уже поменялся. Короче, таким образом я могу работать с макетом, как будто бы меня слушает дизайнер, который рядом сидит, и сразу же вносит эти правки. То есть я их вношу текстом, он их вносит в дизайн-макете. Для того, чтобы эта штука заработала, вам нужно настроить две вещи. Называется Figma MCP, и вторая штука называется Implement Design, по-моему, если быть точным, сейчас покажу. Implement, да, Figma Implement Design и Figma MCP. Смотрим. Figma MCP каталог. Вот у нас есть раздел для настройки Cloud Code. Заходим в гайд по установке. И все, что нужно сделать, это в терминале прописать вот такую команду. Figma Cloud Plugins Official. То есть нам нужно запустить терминал. Вот такое окно с кодом. В Windows это командная строка, в macOS это терминал. Запускаем терминал и в нем запускаем команду clod plugin install. У меня он уже установлен. Этот плагин MCP, в нем нужно будет авторизоваться. Для этого мы запускаем clod и запускаем команду MCP. Здесь у нас есть разные MCP-плагины, и нас здесь интересует плагин Figma. Он у меня подключен, у вас, возможно, не подключен будет в этот момент. Нужно нажать на Enter и авторизоваться. У меня здесь есть реавторизоваться, но я не буду этот пункт выбирать, просто выйду. То есть нужно авторизоваться. Для авторизации откроется браузер, вот такое окошко с подтверждением, нужно будет подтвердить. И когда MCP-сервер будет подключен, он будет доступен в Figma в самой. Это можно установить не только в Cloud, это можно установить в Codex или в любой другой AI-агент, который будет работать с вашей Figma. И для того, чтобы обращаться к элементам дизайна в Figma, вы можете установить skill или MCP-сервер, который отвечает за этот процесс. Устанавливается просто с помощью команды npx skill add и добавляется вот этот вот implement design. Тоже копируем команду, открываем терминал и вставляем эту команду сюда. Подтверждаем, и этот навык устанавливается. Тут мы можем выбрать, в какой именно редактор кода нам нужно это все установить. Например, куда там еще есть у нас? Кодекс, наверное, килокод. Господи, сколько инструментов этих. Qwen-код, например. Да, и можно установить в этом проекте или глобально. Готово. И после этого скилл будет установлен. И теперь нейросеть может заходить в ваш дизайн-макет, смотреть элементы из вашего дизайн-макета. Вы точечно можете указывать, что это за элемент в дизайн-макете, и использовать его.
Такой вот мини-гайд получился. Если у вас есть вопросы или пожелания, напишите обязательно их в комментариях. Поставьте лайк этому видео, если вам оно понравилось. Подпишитесь на канал. Меня зовут Артем Исламов. Это канал «Лысый из браузера». Я рассказываю про нейросети так, чтобы вам легче работалось и жилось. Увидимся в следующих видео.